Итак, уважаемые дамы и господа, мы сегодня приступаем к изучению следующей темы. Тема третья – техники развития и проявления человека, техники развития и проявления человека, техники развития и проявления человека. И занятие первое – внутренние техники. И занятие первое – внутренние техники. Итак, по несколько слов по теме в целом. Здесь два больших блока. Первый – это техники развития, второй, соответственно, проявление человека. По техникам основные задачи, которые нам нужно решить. В мире есть много всего разного, поэтому первая задача – нам нужно систематизировать, классифицировать, что же есть в этом мире для развития человека. То есть какие есть возможности изменять себя. Соответственно, понять, что есть, и тогда вторая задача – уже определить вот эти возможности, для чего они существуют. То есть для многих людей они примерно равны, там легко заменяемы. Все это неправильно, неправда. Каждая техника имеет свои особенности, она воздействует определенным образом на сознание, на тело, и где-то дает хорошие результаты, она для этого предназначена. Где-то она не решает те или иные задачи, она для этого не предназначена. Поэтому нам нужно понять, какие возможности существуют, в том числе, чтобы легко понимать других, оценивать, как работают там другие школы или другие возможности. То есть понимать, какие техники существуют, какими возможностями они обладают и, соответственно, какие у них есть ограничения. Это по техникам. По проявлениям человека нам нужно понять, что у нас есть и что, собственно, мы будем развивать. Да, немного подробнее, что такое стремление, что такое качество, эмоции, там, принципы, способности управления собой, что есть, и, соответственно, классифицировать, и, соответственно, что, каким образом с этим можно делать. И фактически по проявлениям, по всему, что мы рассматриваем, принцип очень простой. Что ты понимаешь, ты там что-то можешь сделать. Что ты не знаешь, не понимаешь, ты там ничего не сделаешь. Насколько сделаешь хорошо, насколько хорошо понимаешь. Чем больше ты отходишь от правильных представлений, тем меньше шансов получить хороший результат. Насколько хороший результат у каждого человека по жизни оценить легко. Сколько силы, сколько счастья, сколько успеха. Вот настолько человек правильно понимает себя и жизнь. Да, результат является показателем адекватности представлений человека. Поэтому наша задача, то, что касается человека, в данном случае проявления, и техники, довести до такого уровня, чтобы это давало нам в идеале максимально возможную отдачу. Первые 4 занятия будут посвящены техникам, остальные проявлениям. Первое занятие – это внутренние техники. В первом приближении это что? Скажем, человек может идти по улице или сидеть где-нибудь в метро или в парке. Он может смотреть вокруг блуждающим взглядом или может при этом выполнять полезную работу для его сознания, изменять себя к лучшему. Внутренние техники – это то, что как бы со стороны не очень понятно. Человек занимается ерундой или чем-то полезным. Да, и, соответственно, этим можно пользоваться. Что бы вы ни делали, там, куда бы вы ни шли, если есть свободное время, вы можете провести его с пользой, используя те или иные внутренние техники. Остальные техники все-таки смотришь, понятно, что делать. Вот спортом занимается, вот танцы, вот тренинги, вот еще что-то. Остальные техники, они очевидны. Да? Они предполагают внешние проявления. Внутренние техники, как правило, не предполагают каких-либо обязательных внешних проявлений. Это внутри человека.
Что такое внутренние техники? Это инструменты, способы, возможности, это методы, методики и так далее. Воздействовать на себя, изменять себя. Что-либо делать со своими программами, со своими мыслительными структурами, со своими энергиями в том числе, со своими в том числе и со своим телом. Скажем, говорили, с помощью самовнушения можно влиять и на тело. И в ряде таких уникальных случаев человек решает задачи, которые медицина решить не может. Типа за полгода. У меня был один слушатель, который дисциплинированный подполковник, поэтому он понял и регулярно делать. Лысину зарастил, вены на ногах убрал, что-то эмаль на зубах отрастил. В общем, молодец. Все, что нужно, список составил, я не помню сколько, по полчаса, по 40 минут в день. Мне нужно тут и везде, где есть возможность, до результата. До результата. Значит, это способ влияния. Основа. Что лежит в основе всех внутренних техник? Это те команды, которые мы сами рассматривали, это команды управления. То есть фактически у нас управляющий центр нашего сознания, управляющая часть нашего сознания, это 3 основных центра. Фактически они отвечают за 3 основных типа команд. Интеллект. Это произнесение той или иной программы. Я разрушаю страх, я усилю то, что мне нужно. Центр восприятия – это представление, работа с образами. Он слабо предназначен для перепрограммирования, в большей степени для программирования. Скажем, мне нужен такой-то взгляд, такая-то улыбка. Вы рисуете картинку, и пока не получите желаемый результат. Или хочу, чтобы сердце пело, представляем, огонь в сердце, пока не почувствовать, вот, это то, что я искал. Вот оно, классное чувство такое. Центр воли – это 2 команды, управление вниманием. Внимание подключает к подсознанию, к сверхсознанию. Куда мы хотим направить свои усилия? Усилия – информацию, энергию – информацию. Внимание подключает, а усилия воли уже создают энергию, поток. Но энергия, которая будет работать. То есть без электричества приборы не работают. Если не вложить усилия воли, команда не работает. Михаил Юрьевич, огромная благодарность за сегодняшнее занятие. По первой части в жизни пару раз пытался заниматься медитацией и никогда не получалось. Но думаю, почему? Во-первых, центр восприятия, наверное, отсутствовал напрочь. Во-вторых, наверное, столько было напряжения, негатива и неудержания состояния, что расслабиться или уйти в безмыслие вообще невозможно было. Сегодня я понял, что я хочу научиться этим пользоваться как инструментом своего развития, и я этим научусь пользоваться. А за вторую часть занятия большая благодарность. Мы в кругу, когда стояли, обсуждали, вспомнили творчество в жизни Саши Мандзюка на последнем КВН. Как творчество меняет людей. Большая-большая вам благодарность. Спасибо. Огромная благодарность вам за занятия. И действительно, мы когда в кругах обсуждали, когда еще на самом занятии, я вспомнила, как я начинала вообще бегать. На самом деле отношение к спорту у меня было всегда прекрасное, потому что у меня всегда все получалось в школе. Но бег на длинные дистанции, это было не мое. Это было не мое, поэтому я от него всегда отказывалась, всегда от него уходила. А здесь занятия нужно начинать. Я помню этот стадион, я его ненавидела. Я заходила на стадион, думаю, хоть бы не помереть на первом кругу. А недавно мы на прошлой неделе с Юрой бегали уже 8 километров. И когда, вы знаете, мы пробегаем эти 8 километров, и в конце такое ощущение легкости, радости, и, кажется, еще 20 километров будем бежать. Вот за это состояние огромное, потому что действительно столько энергии, столько всего, а главное то, что ты понимаешь, сколько ты в себе преодолел за это время, и элементарный даже бег, сколько ты можешь в жизни даже применить, потому что ты преодолел такую проблему, да, то есть остальные все проблемы ты тоже можешь преодолеть. Огромное спасибо. Спасибо. Вообще это прекрасные темы, они всегда очень непростые, хотя, казалось бы, многие с первого курса и бегают, но сколько на голосе и на творчестве, столько пробок уже и давно и не было.
То есть это говорит о том, что именно для человека по важности, если у вас будет энергия, если будет управление собой, это власть над судьбой. И тогда можно вообще творить великие дела. Спасибо. Спасибо за такое занятие. Всем, кто сражается, успехов!